Всем чао-чао, меня зовут Кичигин Эдуард, и я ландшафтный архитектор, пейзажист, и моя тема ландшафтная архитектура. Архитектура и вот такой вот скетчинг, ну, большей частью ландшафтный и архитектурный скетчинг, но иногда я рисую такие творческие работы. И это мне нужно для того, чтобы, ну, так развивать, поднимать свой уровень, развивать свою стилистику. И я очень много смотрю на то, что делали старинные мастера рисунка, архитектуры, пейзажа. И вот то, что я вижу, я пытаюсь изучать, анализировать и пробую, делаю подход. И на сегодня моя задача — это рисование фигуры в одежде. Это такая прям очень интересная тема. Также смотрите у меня в описании к видео много плейлистов по ландшафтному скетчингу, архитектурному скетчингу, скетчингу в путешествиях, скетчингу пером и тушью, рисование, уроки рисования, всякая такая штука. В общем, много интересного. Начинаю я вот это вот рисование фигуры человека с такой небольшой разметки, которая не очень будет участвовать в финальном изображении, но служит для того, чтобы не сильно ошибиться с пропорциями. Примерно плюс-минус, если мы смотрим на фигуру человека, то примерно 7-8 голов его должно умещаться в рост. Ну, плюс-минус. Это все так зависит и от телосложения, и от возраста. Ну, у ребенка там меньше голов получается в теле, и все это характерные особенности. В общем, первое, что я делаю, это размечаю фигуру по высоте, где у нее примерно будет грудная клетка, где у нее будет таз и какой длины примерно плюс-минус будут ноги, руки. И исходя из вот этой информации, которую я себе зафиксировал вот графически на листе, примерно прикинув обрез, я начинаю создавать складки одежды. Это прям моя больная тема на самом деле, но, в общем, я пробую. И рисую то, каким образом ткань может спадать по форме фигуры. Рисую вот такие вот большие складки. Я думаю, что это тога, такая это девушка, которая одета в эту тогу. И я думаю, мне нужно нарисовать сначала самые большие и характерные складки ткани. Вот я их рисую. И тут же прихожу с водой, с размытием водой. Какая тут техника? Я рисую с помощью параллель пен пилотовского и использую водорастворимую тушь Winsor Newton. Calligraphy Ink, да. А потом беру аквабраш или ватербраш или просто водная кисть, в которую налита чистая вода. И вот этой вот водной кистью размываю немножко те штрихи, которые я нанес с помощью параллель пен. И получается вот такой вот интересный эффект. Так как тушь у меня это сепия, цвет сепия, то получается такой, мне кажется, очень благородный и стильный графический эффект. Ну, вот сейчас вывожу вот эти складки помельче, которые идут по руке. И, ну, я примерно так представляю, что так должна как-то падать вот эта вот тряпка. По уму, наверное, мне нужно порисовать драпировки побольше. В общем, этим я занимался плотно только очень-очень давно, когда учился, да. И давно не рисовал драпировки. Скорее всего, нужно повторить. Ну вот примерно так я себе представляю, как они спадают. И стараюсь двигаться по изображению, одновременно создавая и графику, и теневые области. Теневые области я практически полностью создаю, размывая тушь. Прихожу туда с помощью аквабраш и размываю те участки изображения, которые думаю, что должны пойти под тень. Ну, вот таким вот образом. Иногда аквабраш, ну, становится немножко, он набирает вот этот цвет и используется не только размытие, но и принесение цвета в самой водной кисти. Ну, я пытаюсь с этим бороться, но иногда забываю. Ну, иногда это нужно. Для того, чтобы у меня получился темный, интенсивный оттенок на каком-то месте изображения, я могу туда заранее вот этим моим параллель пеном
сделать такую небольшую лужу туши, а потом прийти туда с аквабрашем и размыть эту лужу туши. Можно еще, вот как вы сейчас видите, рисовать фактически по мокрому. Я параллельпеном рисую по невысохшему участку моего изображения. И тоже получается интересный эффект. Если я приношу туши чуть больше, чернил чуть больше, то, соответственно, у меня получаются такие на моем изображении акценты. Я думаю, где должны они работать, куда я их расставлю. И расставляю их туда, где мне нужно некоторое внимание зрителя. Там, где более темные и контрастные области, то глаз естественным образом идет туда, посмотреть, что там. Размытие чернил водной кистью дает удивительный эффект недосказанности. Когда мы можем рисовать меньше, рисовать не так подробно, как нам хотелось бы или мы могли бы, но все равно глаз человеческий, глядя на эту форму, он считывает для себя знакомые и привычные образы. Поэтому, если мы немножко так не дорисуем, это, может быть, будет даже лучше, чем если мы нарисуем более подробно. Потому что, если мы нарисуем более подробно, то глазу уже не остается пространства для интерпретирования. Если мы нарисуем менее подробно, то глаз сам достраивает красивый, удачный вариант. Он сам старается увидеть в чем-то знакомые формы. Вот так вот это работает. Поэтому мне очень нравится скетчинг, когда можно рисовать мало, рисовать недосказанно, но выглядит это все в итоге эффектно. И так, плюс-минус научившись обращаться с темой ландшафтного скетчинга и архитектурного скетчинга, я вот сейчас пытаюсь перейти к подробному скетчингу фигуры человека. Большей частью раньше я не трогал рисование фигуры человека в одежде, да, вот такой вот момент. В одежде оказывается все немножко по-другому. В некоторых местах, конечно, проще, в некоторых местах, безусловно, сложнее. И вот это вот сложнее, оно большей частью и упирается в умение рисовать драпировку. Но, в принципе, плюс-минус, мне кажется, вот эти изображения такие, пригодные для того, чтобы их как-то использовать, поэтому я думаю, что я буду записывать такие видео прям сразу начисто, не проходя, по мере того, как я набираю свой опыт, мои видео улучшаются, вот эта вся история происходит, вы, наверное, можете отследить, тем более те, кто так давно смотрит мой канал. И вот сейчас моя техника, в принципе, начинает меняться сильно, потому что мне очень понравился этот инструмент. И мне очень понравилась идея одновременного рисования и размытия. Хотя я и раньше ее использовал, но сейчас, мне кажется, она перешла в какое-то новое качество. И мне нужно также под это качество наработать рисовальный опыт. Вот то, чем я сейчас и занимаюсь. И настоятельно рекомендую всем тоже этим заниматься. Очень хороший метод учиться, если положить лист, взять инструменты, те, которые я рекомендую, лучше. Потому что если вам нужно прийти к моему результату, в нем очень многое зависит от инструментов, от того, как они правильно работают, как они подобраны, и из этих моментов во многом складывается моя стилистика изображения. Если вам интересно, тоже освоить эту стилистику, то, конечно, глядя вот этот видос, лучше брать параллельпен и тушь Calligraphy Ink Winsor Newton. И это бумага, это Палаццо Кентавр, не Харон, а Харин, что-то такое, короче. Такой альбом очень толстой бумаги, кажется, 250 грамм на метр. И на нем кентавр нарисован графический. В общем, вот такой большой альбом формата А3. Это тот тип бумаги. Я немножко приблизил поближе, чтобы можно было рассмотреть детальки. И сейчас перехожу к другой идее. Это другая фигура, это не общая композиция, они не связаны между собой какими-то смыслами. Это фигура такого ангела.
э, с крыльями. Такой будет. Сейчас вот вы увидите, что получится. Ну, вы видели уже в начале ролика. В общем, я рисую вот это вот создание с крыльями. И потому что, возможно, мне будет интересно рисовать такие штуки. Ну, в общем, вот я прогнозирую будущее и немножко к нему готовлю. В данном случае я, может быть, начинаю немного неправильно. Я начинаю просто с головы. И не отстраиваю сразу всю фигуру, а начинаю рисовать ее фрагментарно. Ну, в принципе, мне кажется, что есть некоторый опыт у меня для рисования фигуры, чтобы начать ее таким образом. Но, безусловно, лучше и правильней сначала раскидать пропорции, нарисовать условно чуть-чуть голову, нарисовать чуть-чуть торс, наметить и таз, и ноги, длину ног, рук, и тогда вы, скорее всего, не ошибетесь с пропорциями. Если ошибетесь с пропорциями, то это будет немножко грустно, и будет выглядеть человечек немножко странно. Это прям важно. Но когда я рисую своего человечка, начиная просто от головы, от плеча и от руки, я все равно иду по этой истории, постоянно сравнивая пропорции между собой. Я рисую какую-то еще одну часть человека и сравниваю его с всем уже нарисованным. Это не просто такое рисование от балды, это все-таки рисование с попытками построения и попытками сохранить натуральное представление об анатомии. Хотя кто знает анатомию ангелов? Неизвестно же. Ну, известно плюс-минус из Писания, но, в общем, непонятно. И там, в общем, я не знаю. Вот. Получается такой образ человечка. Я предположил, что он летит. Поэтому я не даю ему четкой опоры на землю, например, а рисую его в таком динамическом движении, как будто бы ноги он не использует для того, чтобы стоять на земле. Он парит. И для этого парения вот сейчас я рисую крылья. Рисую таким штрихом достаточно тонким, который позволяет мне в дальнейшем исправить ту линию, которую я рисую. Вы увидите, я на этом рисунке буду несколько раз исправлять и снова размывать. Благо, вот эта вот техника позволяет мне это делать. Так как чернила водорастворимые, я могу прийти к линии с водой и практически свести ее на нет. Практически убрать ее с рисунка, с акцента. И когда высыхает бумага, снова нарисовать там скетч, как будто бы по неиспорченной бумаге. Ну, вот такой лайфхак, он дает возможность мне не пользоваться карандашом. Ну, уйти эту стадию, перенести набросочную стадию в стадию финального рисования. И вот вы увидите, как я несколько раз делаю вот эту вот идею с перьями, потом размываю, потом снова начинаю. Ну вот, я сейчас недоволен тем, что получается, поэтому я беру и размываю, и вы увидите, вы видите, как уходит линия, как уходит конкретность. И вот сюда, на край крыла, я приношу больше туши, потому что то, что ближе к нам, то интенсивней по перепаду между светом и тенью, то выше по контрасту. И вот такие вот большие области, которые создают тенеобразование, для меня важны. Они не только участвуют в идее воздушной перспективы, но и создают определенные ритмы на моем изображении. А ритмы — это очень тоже важная штука, очень важная. Стараюсь идти по рисунку так, с таким ориентиром, чтобы он постепенно проявлялся из листа, чтобы он был проработан равномерно, плюс-минус, чтобы можно было в любой момент отойти, и плюс-минус этот эскиз выглядел бы законченным. То есть я не прорисовываю сначала какую-то часть, например, голову хорошо,
а потом дорисовываю все остальное. Нет, я стараюсь двигаться по всей фигуре, по всей композиции равномерно, постоянно выделяя какие-то объекты, некоторые скрывая. В общем, работаю над этим немножко как, может быть, скульптор, который мнет глину, но только в намного более простом и легком варианте. Вот тут заморачиваюсь со складками э, одеяния на ногах. И, в общем, я, признаться, не очень хорошо с этим разобрался. Ну, нужно, конечно, побольше потренироваться. Просто взять драпировку и рисовать, рисовать, рисовать. Может быть, надеть эту драпировку на кого-нибудь и тоже рисовать, рисовать, рисовать. Ну вот, нарисовал руку, подчеркиваю идею лица, что можно с этим сделать. И снова делаю подходы к образованию складок. Не получается, окей, я ухожу в другую часть рисунка, немножко отдыхаю и потом снова делаю подход туда, где не получается. Вот я такой упорный. И теперь мне показалось немножко, что эти два изображения перекликаются, а мне этого не хотелось бы, поэтому я беру и ограничиваю наброски рамкой. И, может быть, нужно туда нарисовать еще третье изображение, и тогда это будет такой триптих. Ну ладно, я подумаю, посмотрим. Сейчас заметил, что так как камера немножко стоит под углом по отношению к изображению, если с фигурой не бросаются в глаза искажения, то с ангелом, мне кажется, что-то не так, что-то бросается в глаза. Хотя теперь, когда я озвучиваю этот ролик, параллельно смотрю на мое изображение, я не вижу явных таких перекосов. Я вижу, что вот как нарисовано, так и могло бы быть. А на видео, когда я смотрю, то у меня прям есть некоторые вопросики. Ну ладно. Вот здесь я продолжаю мучиться с этой историей складок. И пока я, например, работаю над одной частью изображения, то другая часть изображения, она высыхает. Я приношу воду, оставляю ситуацию на листе и иду в другую часть изображения делать повторные подходы. А та часть, которая с водой, она начинает сохнуть. Вот вы видите, на крыльях там вода уже высохла. И я делаю еще один подход с рисованием перьев. Мне кажется, тоже там не сильно удачный. Да, неудачный. Я так, ничего не получилось, окей. Я все закрашу и подожду, пока высохнет. И приду туда еще. Попытка. И так же, как с попытками рисовать короткие скетчи, небольшие рисовальные истории, а такие короткие истории, сессионные, так и попытки в самом изображении. Подойти в одно место, прорисовать, нет, не получилось, окей, размыл, ушел в другое место. Снова пришел, нет, опять не получилось. К счастью, несколько попыток, вот эта вот техника рисования, размытия туши, она позволяет. И мне больше, чем там 2-3 попытки, наверное, не нужно. Да, может быть, и никому не нужно. Это же короткий скетч. Мы пробуем. И, от такого рисования не требуется какой-то изощренности. Наоборот, намного лучше идея обобщения. Но в этом есть трудность тоже. Потому что обобщать непросто. Мне, может быть, это несколько удобнее, потому что у меня не очень хорошее зрение, прямо скажем, плохое, поэтому и мир, и вещи я вижу не в детальном варианте, а даже в очках немного обобщенном. А если уж снимаю очки, то прям весь мир обобщен, поэтому мне вот это вот привычней. Если вы хотите тоже посмотреть на мир такими глазами, обобщенным взглядом, то попробуйте опустить ресницы и посмотрите таким расфокусированным взглядом, и посмотрите, как уйдут детали и останутся большие формы. Вот это очень полезно для рисунка и дико полезно для скетчинга, потому что мы рисуем не детально, мы рисуем обобщенное впечатление, и это хорошо работает. Вот такой ангелочек получился у меня. Он куда-то мчит. Я надеюсь, он не врежется в эту скульптуру, которая
здесь рядом. Сейчас я покажу поближе, чтобы можно было посмотреть, из каких элементов складывается впечатление вот этой фигуры под разными углами. Это такая хлопковая бумага, на ней немножко по-другому все работает, чем так на других скетчах. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичигин Эдуард, моя тема ландшафтная архитектура и ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг. Смотрите в описании к видео ссылки. Всем чао-чао.